So you just walk around with a smile sometimes, and Поэтому вы будете просто ходить, иногда улыбаться. and people may want to argue and discuss, and of course they will tell you that you don't know what you're doing. Конечно, люди другие будут стараться вывести вас на разговор, на обсуждение, на спор. Может, даже скажут, что вы вообще не понимаете, что вы делаете. Christians will bring out their Bible, and Hindus will bring out their Veda, and Jews will bring out their Torah, and Muslims will bring out their Quran, and they'll all prove that you don't know what you're talking about. Христиане будут приносить вам свою Библию, индуисты будут приносить вам свои писания, мусульмане будут приносить вам Коран, иудеи, свою Тору и так далее. Но вас не особенно будет беспокоить. And you'll just go, okay, fine. И вы скажете, хорошо, как все здорово. Because it's absurd. Потому что вы понимаете, что абсурдно все. When you have that kind of connection, Спорить, обсуждать. can somebody come up to you and say, no, you don't? И когда вы реально чувствуете эту связь, что толку, что кто-то придет и скажет, нет, ты не чувствуешь. When you know yourself, can somebody come up to you and say, no, you don't? Когда вы знаете себя, кто-то придет и скажет, нет, ты не знаешь себя. Oh, they will, of course, they must. Конечно, они придут, они обязаны просто это делать. Because how could you do that? That's only after the... Потому что как вы вообще осмелились на что такое? Вы же должны делать туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. And you just can't be an ordinary person walking the street. You have to become like this because everyone will understand. И вы не можете быть просто обычным человеком, просто ходить по улице. Вы должны стать тем, стать другим. Тогда это будет понятно. It's not a common thing. It's a special thing. Потому что это же не что-то такое прям мирское, обыденное. Это что-то очень-очень особенное. So I think that's wrong. Я думаю, что это неправильно. I think everybody can feel it. Everybody can have it. Я думаю, что каждый может это почувствовать, каждый может быть в этом состоянии. Lord Chaitanya, who did this kind of a thing many years ago, he said everybody will take it. He just embraced everybody and said, take it. Господь Чайтанья, когда он распространял это 500 лет назад, он так и сказал, каждый может это почувствовать, просто берите каждый и чувствуйте, все. For those of you who know about Lord Chaitanya, that was the example. Take it. Not, are you qualified? Have you done enough? Те из вас, кто знает пример Господа Чайтаньи, следуйте примеру, берите это, не то что, а достаточно ли вы квалифицированы, а достаточно ли вы это заслужили. He said, take it. А он просто сказал, берите. And then, it's not that he said, it's only for you. Now keep it a secret. И он даже не говорил такого. Это только для вас, никому не говорите, пожалуйста. The other person became so crazy with this love, just went around embracing others, and then they felt it. Потому что другой человек, он настолько переполнялся чувствами от этой любви, он просто бежал, сразу делился с другим, и другой человек тоже входил в это состояние. Anyway, that's what I had to say today. Но в любом случае, это то, что у меня сегодня есть вам сказать. Thank you for being a very good audience. Спасибо за то, что сегодня вы были очень хорошими слушателями. And you, if you want to listen to the music later on, you can, but you have to be a good audience. Если хотите дальше музыку послушать, тоже можете послушать, но вам тоже надо быть хорошими слушателями. Otherwise, the musicians will have all kinds of psychological problems. Иначе у музыкантов могут возникнуть психологические проблемы. And you don't want musicians with psychological problems, believe me. Я вас уверяю, вряд ли вы захотите, чтобы у музыкантов возникли психологические проблемы. Because you're going to get some really strange music. Потому что тогда музыка будет очень странная. You want happy musicians. Вы хотите наверняка в ваших интересах, чтобы музыканты были очень счастливы. Again, let's just take a second and sit for a little while peacefully. Давайте, опять же, некоторое время просто посидим спокойно. And then I will take questions. И после этого я буду отвечать на вопросы.
Sometimes it's such a relief to just sit peacefully. Иногда можно такое облегчение испытать, просто сидя спокойно. В последней лекции вы сказали, что к разным духовным лидерам привлекаются люди, которые просто хорошо. Означает ли это, что в духовных организациях собираются люди одинаковые, которым хорошо вместе, потому что они похожи? И означает ли это, что если мы не похожи на них, то нам как бы и будет дискомфортно? You mentioned that usually in the presence of a spiritual leader, one can feel good himself. And does it mean that usually within one tradition of a spiritual group, usually people are gathered who can feel good with each other, and when another is not comfortable feeling in that group, that means he's not of the same quality. You know, people tend to stay together with others who somehow or another fulfill their interests in that particular group. Я бы сказал это так, что обычно люди склонны оставаться в какой-то группе или с каким-то лидером чаще всего потому, что там они удовлетворяют какие-то свои потребности или интересы. I mean, sociologically speaking, a group becomes a group because there's a reason for them to be together. Даже с социологической точки зрения группы вообще существуют, потому что у людей есть некая причина, чтобы быть вместе. We are a group. Мы одна группа. All of us. Все мы. But the thing is that you may not want to associate with any particular individual in this group because there's no reason to do so. Но может оказаться так, что вы не захотите общаться с какими-то конкретными членами группы, может у вас не будет для этого достаточно причин. But now there's a reason to do so. Но сейчас, по крайней мере, мы сидим все вместе, у нас есть такая причина. This particular reason might be because of me. Может быть, эта причина, она связана как-то со мной. Maybe there's another reason. Maybe you like to be together with a certain group of people because you think it'll be a way for you to get some goal in your life. Может быть, другая причина. Может быть, вам нравится быть в какой-то группе, потому что вы думаете, что таким образом вы достигнете некую цель в своей жизни. And liking or not liking the people in the group really is not part of that. И тогда, опять же, нравятся вам люди, которые в этой группе или не нравятся, это тоже уже будет не обязательно. As long as you get your goal, you're fine. При условии, что ваша цель исполнится, все будет нормально. But that can't last forever. Но это не может существовать вечно. Let's say you're in a group in your business. Допустим, вы в некой группе людей занимаетесь бизнесом или общим делом. You work in an environment where you can't stand anybody there. И при этом у вас такая атмосфера в этой группе, что вы вообще там никого терпеть не можете. You'll only stay there as long as you can't find another job. But as soon as you find another job, you're gone. То, скорее всего, вы будете работать в таком коллективе только до тех пор, пока не подвернется другая, лучшая работа, и при первой возможности вы убежите из такой группы. Same thing is there in religions. То же самое в религии or in spiritual groups. или в духовных группах. They may be in a similar location because they like, for example, a leader of the group. Может быть, они будут вместе в одном физическом месте, потому что, допустим, им нравится всем один и тот же лидер. But if the leader's not there, they see no reason to stay together. They disperse. Но как только лидер уходит, у них больше нет причин оставаться вместе, они просто расходятся. Or they may see that there's a way for them to make some advancement that they wish to have, so they'll continue anyway, even though they're suffering a bit. Или они скажут: нет, наверное, нам есть смысл как-то прогрессировать в этой группе, поэтому будут оставаться, даже если будут страдать при этом. But ultimately, they won't be able to tolerate that for so long because they're human. They'll want to do that somewhere else. Но в конечном итоге наступит конец их терпению, потому что все же люди, и они уйдут куда-то в другое место. Or else they'll decide it's not worth it. Или в какой-то момент они скажут: да это вообще все не стоит того. So I talked a little bit around that question. Did I answer it? Поэтому я попытался расширить рамки вопроса. Удалось ли мне ответить? Again, it all boils down to you. Опять же, все сводится к вам. How you feel there. Как вы себя там чувствуете? And I think it's very good that we're conscious of that choice we're taking.
И я также думаю, что очень важно осознавать тот выбор, который мы делаем. I am where I am because there's a reason for me to be there that is something that I think is good for me to do. Который мы совершаем, что и убедиться в том, что я действительно нахожусь в том месте, где я нахожусь, потому что я действительно убежден, что это самое лучшее место, где мне находиться. If that idea remains primary, you're pretty much protected from coming into the category of someone who's accepted some burden or some stress upon oneself. Если это условие выполняется, тогда вы довольно хорошо будете защищены от того, что вы просто быть где-то, брать на себя какое-то бремя ради чего-то, неизвестно, нужное или не нужное. Because when it's in your interest to do something else, you will. Потому что как только вы осознаете, что в ваших интересах делать что-то другое, в другом месте, вы так и сделаете.